Всем привет, друзья! С вами студия «Кондитерская сестры». В предыдущем видео мы показывали вам приготовление велюрового покрытия и нанесение его на торт. Сегодня будет видео о создании вафельных цветов, мастичной таблички с надписью и другие нюансы декора для велюрового покрытия. Начнем с создания вафельных цветов. Данный декор можно спокойно готовить как за несколько дней, так и несколько недель до декорирования торта. И после полного высыхания декора его нужно хранить в плотно закрытом контейнере до момента декорирования. Для приготовления таких цветов нам понадобится тонкая флористическая проволока, у нас номер 28, нам нужно подрезать ее на элементы длиной около 10 сантиметров. Также нужна тонкая вафельная бумага, толстая для цветов не подойдет, так как она очень хрупкая и применяется, как правило, для печати изображения на ней, и выполнить из нее лепесток будет тяжело и смотреться он будет грубым. Из вафельной бумаги вырезаем прямоугольники, затем вырезаем хаотично элементы, напоминающие капельку. Придерживаться идентичной формы абсолютно не нужно, если все лепестки будут разные, будет даже красивее. Можно только вырезать часть лепестков чуть меньше и чуть больше. У нас на один цветок уйдет около 6 лепестков. Поэтому и вырезаем 3 больших и 3 поменьше. Обрезки, которые остаются, не выкидываем, они нам еще пригодятся. Нижнюю часть каждого лепестка разрезаем пополам и теперь промакиваем в смоченную воду или водку кистью. Вафельное покрытие стало липким, прикладываем проволоку и накрываем ее другим надрезанным кусочком вафельной бумаги. Чтобы придать лепестку более натуральную форму, слегка смоченной в воде или водке промазываем кистью лепесток, и он прямо на глазах начинает деформироваться и принимает нужную нам хаотичную природную форму. Чем больше влаги наносите, тем сильнее скручивается лепесток. Если будете работать с водой, внимательно следите за количеством нанесенной влаги, так как вафельная бумага сильно размягчается и деформируется от большого количества влаги. А вот водка достаточно быстро улетучивается, и работать с ней немного легче. У нас цветы будут белого цвета, но если нужно окрасить в какой-то другой цвет, на данном этапе воду или водку можно добавить немного водорастворимого красителя и промазывать лепесток уже окрашенной жидкостью. То же самое сделали с другими лепестками. Сейчас укладываем в отдельную емкость или можно оставить просто на столе для подсыхания. А пока сделаем сердцевину цветка. Кончик проволоки нужно чем-то закрутить, чтобы получилась петелька. Обрезки вафельной бумаги, которые остались от лепестков, смачиваем в воде и скатываем из них шарик. Это и будет основанием цветка. Пронизываем проволокой, и с помощью той петельки, которую сделали, он закрепится на проволоке. К сожалению, камера сейчас не сфокусировалась, но думаю, и так все понятно по данному процессу. Чтобы потом не испачкать лепестки в золотой краситель, окрасим сердцевинку сейчас разведенным в водке золотым кондурином и также отправим на подсыхание. Прошло примерно полчаса, лепестки подсохли, и здесь можно увидеть, как сильно они деформировались. Вафельная бумага, на которую нанесли больше влаги, изменила свою форму сильнее. Теперь берем сердцевину и лепесток. У основания лепестка немного сгибаем проволоку и прикладываем лепесток за лепестком к сердцевине, формируя цветок. В центр использовали более мелкие лепестки, а на внешнюю поверхность побольше. Для того, чтобы было удобнее формировать цветок, не нужно полностью подсушивать вафельные элементы. Достаточно, чтобы они перестали быть липкими и еще немного оставались эластичными, так как когда вафельная бумага полностью высыхает, она становится хрупкой, и подогнуть в каком-то моменте элементы уже не получится. Чтобы закрепить между собой лепестки, просто перекручиваем проволоку. Теперь для того, чтобы скрыть проволоку, берем тейп-ленту. Купить ее можно в кондитерских или флористических магазинах. Разрежем ленту на 2 части, так работать будет удобнее и стебель будет более аккуратным. И вот таким образом путем натягивания закручиваем ее вокруг проволоки, тем самым скрывая. Данный процесс не обязателен, делаем это для более аккуратного внешнего вида.
Если вы получаете что-то полезное из данного ролика, поставьте, пожалуйста, сейчас лайк за наши старания. Мы подготовили таким образом 5 цветков. Если их нужно соединить в композицию, также используем темп-ленту. Лишнюю проволоку убираем кусачками. И таким образом мы сделали 2 цветочные композиции, на изготовление которых ушло не более 30 минут, не считая, конечно, процесса подсушивания. Если готовите вафельный декор заранее, то дождитесь полного высыхания композиции, а потом храните в закрытом контейнере до момента декора торта. Наш торт уже готов, мы его покрыли велюром на белом шоколаде. Процесс приготовления велюра был в предыдущем видео, ссылку на него обязательно оставим. Под велюром у нас крем-чиз на сливочном масле. Идеально использовать крем-ганаш, но для маленького тортика спокойно применяем крем-чиз. Главное только знать о важных правилах работы с данным покрытием и велюром, что можете посмотреть в предыдущем ролике. После нанесения велюра торт около 30 минут поставил в холодильнике, и теперь можно украшать цветами. Аккуратно вставляем проволоку. Вафельные элементы могут спокойно прикасаться к велюровому покрытию и не будут таять. А вот если вы будете использовать просто крем-чиз, как на масле, так и на сливках, обязательно место прикосновения вафельных элементов и крема нужно изолировать шоколадом или глазурью, иначе вафельная композиция напитает влагу и начнет размокать. Идеальнее всего под вафельный декор использовать крем-ганаш, так как данное покрытие сухое и вафельные элементы не намокают от него. Ссылки на все крема будут в описании под данным видео. Для сверкания кисточкой распылили на поверхность мерцающий кондурин и добавили немного шоколадных бусинок. Дополнительно делаем табличку с надписью, сахарную мастику разминаем и раскатываем в тонкий пласт. У нас есть пищевой принтер, и очень удобно с помощью его делать надписи. Раньше мы писали на мастике водорастворимым красителем при помощи тонкой кисти. Отрезаем лишнее, и для того, чтобы край сделать красивым, перекладываем для удобства на мягкий коврик и круглым инструментом продавливаем, делая край мастики тонким и волнообразным. Можно делать это другими подручными инструментами. Если у вас нет такого шарика, подумайте, что из ваших инструментов может заменить данное приспособление. Приклеить табличку к торту можно на растопленный велюр, шоколадную глазурь или шоколад. Край промазали золотым кондурином, разведенным в водке. Внутри данного торта у нас красный бархат с вишней. Цветы мы убрали и украсили карамельными сердцами. Кстати, очень скоро будут доступны к приобретению видеорецепты отработанных начинок с перерасчетом на различные диаметры тортов. Ссылка на рецепты также появится в описании. А мы желаем вам удачи в приготовлении. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на наш канал, если вы еще этого не сделали. А также напоминаем вам о нашем инстаграм-профиле, где делимся множеством полезной информации. С вами была студия кондитерского искусства «Сестры». До новых встреч в новых роликах.